Всем доброго вечера. Итак, друзья мои, иногда бывает в жизни ситуация, когда против вас собирается толпа людей, которые хотят осуществить свои не очень добрые намерения по отношению к вам. Клевета, суд, все что угодно. Пытаются вам испортить репутацию, пытаются мешать вам работать, пытаются вселить в вас комплекс неполноценности, да, все что угодно. И в такой момент можно обратиться к определенным силам, которые придут и помогут вам выйти из этой ситуации. Таких работ множество. Вот хочу вам подарить еще одну подобную работу. Итак, нужно призвать 2 стражников своих, которые, то есть у вас есть, имеются, потому что есть люди, которые после чистки, например, им ставили защиту, у них есть стражники, не один. Но, с другой стороны, люди, которые не проходили, скажем, процедуры чистки и прочее, они призывают духов, приходят эти стражники. Пусть они на время приходят, но на ваш призыв откликаются, приходят эти стражники. Эти 2 духа, которые вам помогут в этой ситуации. Но потом, когда все решится, поставьте на алтарь мед, зажгите свечи и оставьте, пока свечи догорят. Потом мед можете, конечно, вылить в раковину или куда, в общем, смыть, естественно, с посуды. Это без слов, это просто благодарность этим силам. В конце зажигайте. Но для этого ритуала вам понадобится 2 атама. Если у вас есть ритуальные ножи только для ритуалов. Если их нет, значит, покупайте эти ножи. Но желательно с рукояткой металлической, либо деревянной. Ну, можно и кость, да. Здесь как кость и дерево. Можно такие причудливые, в принципе, красивые. То, что у вас дома есть, нельзя использовать. Ну, то есть такие, которые с кухни брать нельзя. Это должны быть именно для работы с ритуалами. Вот таким образом нужно будет друг к другу касаться и читать. Я не буду это делать, потому что мне нужно читать, я не могу отвлекаться. Но вы читайте вот так, касаясь крест-накрест, как бы закрывая, делая такой замок делу, который против вас намерены начать. Значит, вот таким образом. Далее трава артыш или можжевельник обыкновенный. Можжевельник еще называют шаманской травой. Считается, там, где растет артыш, там порталы. То есть растет в таких местах, где порталы. И поэтому набирается такой мистической, магической силы и способен изгонять злых духов и привлекать добрых. Еще нужны 2 свечи. Желательно, если прям нету ни в какую, можно обычные желтые свечи, но желательно, чтобы эти свечи из воска, одна свеча была черная, другая красная. Одинаковых нет, закончились похожие вот красные, поэтому немножко поменьше, но ничего страшного. Зажигайте эти свечи, потом траву
Сейчас, секунду. Вот есть вот такие вот, очень удобно их продают, как бы так аккуратненько. Можете добавить туда немного для розжига эту жидкость. Но рядом на всякий случай держите воду. Потому что во время чисток бывает... Огонь бывает такой агрессивный. Всяко бывает. Но вот горит огонь, а вы тем временем вот так вот, ударяя друг от друга, читайте этот заговор. Читайте столько раз, пока у вас не начнется головокружение слегка. Вот прям ощущение такое, как будто вас начинает шатать чуть-чуть. Это значит, что те духи, которых вы позвали, они пришли. То есть их присутствие обозначает. Тем более вот этой магической травой артыш. Сейчас, секунду, я положу. Вот. После этого дочитайте. И все, и прекращайте чтение. За очень короткое время это дело решится в вашу пользу. Такое можно делать перед судом. Можно сделать в комплексе с другими работами вместе. Значит, такое можно делать, когда на отчисление, например, вас позвали, ребенок там что-то натворил, вот хотят отчислить. А вам очень хочется, чтобы ваш ребенок продолжил учиться, потому что молодежь у нас не всегда понимает серьезность. Это мы, родители, понимаем, насколько это важно. Если им оставить выбор, то они вообще ничего делать не будут. Пока не повзрослеют и не начнут нас ругать, что вот я не соображала, почему ты меня не заставляла. Как обычно. Итак. Да, когда это все догорит, это все вместе со свечами оставляется там маленький огарок свечи, когда уже видите, что догорает. Естественно, гасителем вот такого подобия. Это все нужно, значит, не дуть ни в коем случае. Или пальцами потушите огонь, если палец у вас железный. После всего это все оставляйте, чтобы остыло, чтобы уже истлело полностью. И на следующий день, потому что это нужно делать вечером или ночью, когда солнце село, на следующий день вы носите в пакете, можете высыпать под дерево, оставляете 6 монет со словами «откупаюсь» и уходите. Пакет, естественно, забирайте с собой, выкиньте в мусорку, не засоряйте природу. И за короткое время ваша проблема решится. Проведите такой ритуал за несколько дней до той проблемы, которая происходит. Может быть, разборки, суд, разбирательство, разговор. Можете провести, то есть, если вы лично должны пойти поговорить насчет ребенка своего. Если это касаемо вашего мужа, можете такое провести. Если вы тоже в этом всем участвуете, если это семейное дело, и, естественно, вы хотите, чтобы все решилось в его пользу. Но если это касается именно его, то есть конкретно он должен пойти насчет себя, там поговорить, насчет своей работы и прочее, это должен провести он сам. Я надеюсь, поняли. Если вы в это все вовлечены, если это работа всей семьи, тогда да, можете провести, потому что оно и вас касается, всей семьи касается. Это интерес всей семьи. Если нет, значит, каждый проводит для себя лично. Заговор следующий. Огонь черный, огонь красный. 2 огня, 2 атама, 2 древних духа. Ой, у меня этот огонь немножко... Ну ладно, ничего не будет. 2 древних духа,
щитом встанут, горой предстанут, вороном полетят на моих недругов, их волю сокрушат, петлей их удавят, змеей их ужалят, опалят, утопят их намерения супротив меня. Кто дело мне во вред задумает. Да что ж такое? Ну ладно, пусть горит. Тот не сдюжит против меня, ничего не сможет. Слово «дело» заклинаю. Смотрите, если вы точно, четко знаете имена этих людей, или их звание, или их, что там еще, представляете, уже забыла. Ну, в общем, титул этих людей, кем они являются, их обязанность, кого исполняют, да? Ну, может, директор там или ректор, зауч, не знаю, соцслужба какая-то или что там такое вам нужно будет пойти поговорить, насчет чего. Называйте, можете назвать их имя и их должность, да. Если не знаете, то недругов. Потому что в этот момент они вам недруги, потому что они вас приглашают для разборки. И, скорее всего, не для того, чтобы вам чем-то помочь, а наоборот, чтобы навредить и подавить вашу волю. Огонь черный, огонь красный, два огня, два атама, два древних духа. Щитом встанут, горой предстанут, вороном полетят на моих недругов. Их волю сокрушат, петлей их удавят, змеей их ужалят, опалят, утопят их намерения. Супротив меня. Кто дело мне во вред задумает, тот не сдюжит. Против меня ничего не сможет. Слово «дело» заклинаю. Огонь черный, огонь красный. Два огня, два атама. Два древних духа. Щитом станут, горой предстанут. Вороном полетят на моих недругов. Их волю сокрушат, петлей их удавят, змеей их ужалят, опалят, утопят их намерения супротив меня. Кто дело мне во вред задумает, тот не сдюжит, против меня ничего не сможет. Слово «дело» заклинаю. Огонь черный, огонь красный, два огня, два атама, два древних духа. Щитом станут, горой предстанут, вороном полетят на моих недругов, их волю сокрушат, петлей их удавят, змеей их ужалят, опалят, утопят их намерения супротив меня. Кто дело мне во вред задумает, тот не сдюжит, против меня ничего не сможет. Слово «дело» заклинаю. И все время во время чтения вот так ставите замок. А потом просто это все можете убрать. А свечи должны догореть. Всем удачи, всегда боритесь за себя и за свою семью. Поверьте мне, мы никому не нужны, кроме самих себя. Никому. Никто за нас переживать не будет. А может, это и правильно, что не будет, и мы сами будем шевелиться и что-то делать для себя. И всегда лучше бороться изначально, чтобы этого не было, закрыть дороги своим недругам, чем потом бороться с последствиями. Всем удачи!